Дело в том, что существуют определенные уровни реализации сексуальной энергии. А большинство людей знают только два, нижние два, и на них, собственно, и живут. А их намного больше. Вот представьте себе, что каждый человек, да, вот это такая очень мощная машина, ну, допустим, Феррари, да, мощная машина с семиступенчатой коробкой передач. И вы когда-нибудь водили Феррари? Нет. Знаете, когда садишься за руль Феррари, ты садишься, и вот просто, даже она стоит на месте, можно даже ее не заводить, а если заведешь, это еще сильнее ощущается. Ты чувствуешь вот все эти лошадиные силы, вот всю эту мощь под капотом, когда ты держишься за руль, то есть вот ты чувствуешь, что вот, это очень мощно. И у большинства людей в мире сейчас есть то же самое ощущение. Я специально спрашиваю всегда на всех презентациях и конференциях, я спрашиваю аудиторию, я говорю, поднимите, пожалуйста, руки те, кто чувствует, что в них есть какая-то сила мощная, огромная, которую они еще не раскрыли, но знают, что она есть. Вот поднимите руки те, кто чувствует, что я могу делать больше в жизни, но не делаю. Неважно по каким причинам, да? Вот, пожалуйста, обращаясь к аудитории постоянно, скажите, если вы чувствуете, что вы способны на большее, но по каким-то причинам этого не происходит. 100%. 100% аудитории поднимают руки. Да? Почему? Потому что у каждого человека огромный энергетический потенциал. Он понятия о нем не имеет. Каждый человек в мире сейчас живет на 20, это в лучшем случае, на самом деле, процентов 10, 5-10% от того энергетического потенциала, который у него есть. Да? О чем это говорит? Все стремятся быть более богатыми, более счастливыми. Почему? Потому что знают, что могут. Понимаете? Они знают, что могут. Каждый человек чувствует, я могу быть более счастливым, более богатым, более успешным. И это реально. Вот каждый человек, живущий на Земле, он способен в 10-20 раз жить более ярко, более счастливо и более богато. И он это чувствует внутренне, а что делать не знает. Это вот как водить эту Феррари, но используя только первую, вторую скорость. Иногда для избранных третью, а их 7. И ты понимаешь, ты можешь разогнаться, ты газ давишь в пол, она гудит, урчит, но она не может набрать оборотов, потому что ты просто не можешь передачу переключить. Вот так же люди. Получается, что они живут на нижних слоях, да? И если мы берем реализацию сексуальной энергии, то первый уровень – это размножение. Очень примитивно, да? Как большинство животных. Они просто используют сексуальную энергию для размножения, делания себе подобных. Да? То есть это реализация сексуальной энергии. Но эта реализация, она еще не самая высокая. Вот, можно назвать это такой уровень животных. Вот. Второй уровень реализации сексуальной энергии – это удовольствие. Когда человек использует сексуальную энергию, чтобы чувствовать удовольствие. Вы знаете, что ради удовольствия сексом занимаются только дельфины, обезьяны и люди. Да. Остальные животные, они его не испытывают. То есть они вот используют для размножения. То есть, видите, уже так, как бы, избранность уже повышена. То есть те, кто использует для размножения, можно считать, так на уровне животных существует. А те, кто для удовольствия, с дельфинами и с обезьянами уже вместе. Но это еще не уровень человека. Да, если идти выше, сексуальную энергию можно использовать, вот она поднимается прям физически, это ощущается, когда ты тантру практикуешь, это называется подъем энергии кундалини, да, вот кто в тантре более-менее ориентируется, они меня сейчас поймут. Вот. И когда она поднимается еще выше, эта энергия уходит уже на исцеление. В первую очередь самого человека, это можно назвать, знаете, цветение, когда человек начинает сиять. И это очень ярко, кстати, видно у подростков, когда у них еще нет сексуальной жизни, да, то есть у них нет на удовольствие энергии не тратится на размножение, но они вот прям цветут, пышут энергией, они очень красивые, яркие, такие притягательные, да, вот. Этот момент, как раз момент цветения, может быть в любом возрасте совершенно, если сексуальная энергия выше реализуется. Там же исцеление. Потому что в этот момент, когда человек цветет, он начинает внутренне, эта сексуальная энергия его исцеляет. И если он знает определенные техники, он может исцелять других людей. Настоящий целитель – это тот, кто вообще правильно реализует свою сексуальную энергию. Если подниматься еще выше, это уже реализация сексуальной энергии с помощью сверхспособностей.
да, то есть человек может направить ее на сверхспособности, на раскрытие их, да, то есть поэтому на семинарах люди очень часто видят прошлые жизни друг друга, кто-то левитирует. Реально был такой случай. Это очень смешно, но это происходит на очень глубоких ретритах, когда мы выезжаем куда-то в горы, да, где-то вот в места силы, на Тибете, в Индии, там, на Алтае, где действительно существует атмосфера, располагающая тебя слиться с этой природой, почувствовать себе божественное начало. Я помню, у нас была такая пара, они настолько прониклись друг в друга, что обмен энергетически пошел очень сильно, кундалини энергия поднимается, у них вот они начинают выходить за пределы физического тела, и в этот момент мужчина сначала, а за ним женщина, начинает немножко так от земли отрываться. И рядом, кто сидел в парах, они такие, они же левитируют. И те понимают, что это про них. Они были тотально глаза в глаза, то есть у них они делали определенные дыхания и энергию по циклу проводили от мужчины к женщине. И он на нее смотрит, она на него, и они начинают эту циркуляцию, то есть она начинает их поднимать, и они же левитируют. Они такие, это правда, что ли? То есть они вот переходят вниз, и, знаете, шлеп, просто вот сразу же в единый момент, то есть просто падают обратно, да? То есть задумались, потом тужились, пытались взлететь, уже не получилось, да? То есть это все, что для нас на самом деле кажется запредельным. Для тантры нет ничего невозможного, для человека нет ничего невозможного. Все подается очень простым и ясным закономерностям. И изучая тантру, мы их легко познаем.